Привет! Обсудим 5 типов людей, кому противопоказано интервальное голодание. Всем перечисленным группам стоит соблюдать здоровое кето. Говоря о голодании, я имею в виду максимум двухразовое питание без перекусов. Если вы едите 3 раза в день, пусть даже без перекусов, это не интервальное голодание, ведь это 3 приема пищи. Ну ладно, без перекусов можно считать это интервальным голоданием, но я не отношу это к интервальному голоданию. При беременности я советую есть трижды в день. Конечно, перекусывать не советую, и нельзя сильно урезать калорийность. Еда должна быть питательной. Ни в коем случае нельзя лишать будущую мать каких бы то ни было нутриентов. То же касается кормящих. Не советую им интервальное голодание. Советую есть 3 раза без перекусов. Поскольку младенец берет у матери питательные вещества, нельзя лишать маму питательных веществ. Номер 3. Худые люди с нейродегенерацией. Я о том, что если у вас болезнь Альцгеймера или Паркинсона, очень хрупкое телосложение и худоба, интервальное голодание может вызвать проблемы. Я рекомендую есть 3 раза в день и потреблять в день 10 или еще меньше граммов углеводов. А не от 20 до 50. Нужно снизить углеводы и заставить тело работать на кетонах. Клетки мозга обожают кетоны. 4. Грудные дети. Кормя ребенка грудью, вы не ограничиваетесь 2 разами в день. И вообще нельзя его ограничивать. То есть, когда ребенок голоден, вы его кормите. Маленькие дети. Я не рекомендую для них интервальное голодание, но и сладкого им давать не следует. Здесь нужно здоровое кето и альтернативные сладости. Ведь когда дети растут, им требуется чуть больше питания, чем взрослым. Номер 5. При пищевых расстройствах, анорексии или булимии. У меня есть отдельное видео, где я рекомендую особое интервальное голодание. Я объясню один момент. Большинство людей с пищевыми расстройствами налегают на углеводы. Как только они перейдут на кето, им быстро полегчает. Особенно здоровая версия кето, восполняющая нехватку любых нутриентов, тут же поднимет им настроение и даст таким людям больше контроля над собственным телом и повысит их самооценку. Это поможет. И когда симптомы уменьшатся, думаю, будет очень полезно перейти с 3 приемов пищи в день на 2. Важная причина, по которой я рекомендую это, особенно страдающим булимией, в том, что это существенно улучшит общее душевное состояние, настроение, питание нейронов в головном мозге. Конечно, анорексикам нельзя советовать ограничить питание, но им стоит начать со здоровой версии кето. Еда трижды в день без перекусов. И уже затем начинать переход, когда у них уже будет меньше деструктивных порывов. Еще один вопрос, который мне задают, что если у меня гипогликемия? Можно ли мне интервальное голодание? А какие у вас варианты? Есть 6 раз в день? Но это и породило данную проблему. Когда вы едите часто, вы провоцируете выброс инсулина. Вы лишь на время подавляете гипогликемический голод, но через час проблема возвращается. Лучшее решение проблемы — интервальное голодание, вводимое плавно и постепенно, с большим количеством здоровой и питательной еды и здоровыми жирами. Вы заметите, что тяга к разной еде и голод отступят, а уровень сахара стабилизируется. Так можно исправить гипогликемию, ведь причина — это инсулинорезистентность. Что насчет тревожности? Принесет ли интервальное голодание стресс? Опять же, начинайте постепенно, с 3 приемов пищи. Добавьте больше жира, чтобы дольше сохранять сытость. Добавьте витамины группы В и калий против тревожности. Уже одно это может убрать тревожность. Затем постепенно вводите интервальное голодание, и ваш стресс уменьшится. Это помогает надпочечникам, а не вредит им. Это не экстремальное состояние. Что экстремально для организма, так это скачки сахара вверх-вниз. Вы не переводите организм на другое топливо, тут нет ничего экстремального. Теперь о расстройствах сна. Что интересно в интервальном голодании, это то, что оно полезно для мозга. Потребность во сне снижается.
Многие обнаруживают, что им больше не нужно спать по 8 часов. Даже я сам могу обходиться где-то 6 часами сна и прекрасно себя чувствую весь день. Еще интервальное голодание со здоровым кето очень помогают при апное. И вы похудеете, а это также облегчит дыхание в задней части гортани. Так что это не противопоказание. А что насчет этой темы про женщин и гормоны? Иногда можно слышать: вам противопоказано голодание, ведь оно вредит женским гормонам. Как раз наоборот. При синдроме поликистозных яичников, когда андрогены в избытке, интервальным голоданием вы снижаете инсулин, а также андрогены. А это очень полезно для женщин с синдромом поликистозных яичников. Есть масса других успехов у женщин, страдающих от бесплодия. Они начали кето с интервальным голоданием, победили бесплодие и смогли родить. У женщин с проблемами цикла, обильными и тяжелыми менструациями после голодания все нормализуется. Что я заметил, когда я слышу жалобы вроде: «У меня проблемы с гормонами, я на интервальном голодании». Они делают то, что называется 5 на 2, что по сути означает, что 5 дней в неделю они едят более-менее все, что хотят, а потом голодают или хотя бы ограничивают калории до 500-600 на 2 дня. По мне, это нездоровая практика. Когда вы снижаете калории на 2 дня, а потом возвращаетесь к обычной еде на 5 дней, это сводит на нет все результаты, которые вы получили. Я советую соблюдать интервальное голодание ежедневно. Ешьте 3 раза, затем 2 раза, а потом можно даже 1 раз в день. Но не стоит входить в этот режим 5 на 2. Я не удивлюсь, если это нарушает ваш гормональный баланс, просто потому что вы едите все, что хотите в эти 5 дней. И даже в эти 2 дня вы голодаете неправильно, вы лишь снижаете калории. Получается по-настоящему нездоровое голодание. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока вы здесь, мы подготовили для вас новый документ о том, что есть на здоровом кето. Его можно скачать на нашем сайте, в описании есть ссылка на скачивание. Это бесплатно. Скачивайте и читайте.